Ребят, всем привет! Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Несмотря, что сейчас все очень непросто, тем более после постройки вольеров. Вот, сегодня мы приехали забирать корм. Мы заказали корм для собак. У нас вышло, мы взяли немножко другие мешки, посчитали, что это более выгодно. Сейчас отдадим денежку на 17 тысяч, 17 рублей, загрузим, покажем. Вот, и также мы заказали кошкам корм на 11 тысяч, но пока это в долг. Также мы продолжаем сбор на дом, ребят. Ну, вечные просьбы, конечно, но мы делаем это не для себя, делаем для хвостов. Продолжаем сбор на дом, и многие спрашивают под последним роликом, где кошки, где Марик. Они пока остались там, где и были, но, естественно, кошки это не собаки, их не посадишь в вольер. Марика тоже не посадишь в вольер, то есть у них должно быть какое-то теплое отапливаемое помещение. То есть, ну, единственный вариант пока для нас это вагончик и сделать им выгульник на лето. Также сейчас мы загрузим корм, чтобы я его не катала, потому что дороги у нас в России разбитые, и до выходных, то есть катать его нет смысла, то есть повезем сейчас корм. Так, ребят, ну вот чек на 17 тысяч, 17 рублей. Это как раз мы рассчитались за корм. 10 мешков по 18 килограмм. Раньше брали по 20, но посчитали, что дешевле брать по 18. То есть мы выгадываем 4 рубля с каждого килограмма. Вот, также я купила корм Тимону. Это тот пес, которого отобрали у алкашей. Вот, сухой корм ему отвезу сегодня. И еще купила это Марику. Он свою любимую лисичку, вы видели, наверное, как он играется. Он ее залюбил до смерти, лисичка померла смертью храбрых. Я ему купила другую лисичку. Кстати, вот эти игрушки, мягкие игрушки для собак и вообще мягкие игрушки сейчас стоят очень дорого. Вот эта игрушка 150 рублей. Ему надолго хватает, потому что он их любит, он прям бережет. И еще такой момент. Я на каком-то канале не так давно увидела ролик про спинальников, то есть люди содержат спинальников, и у них у спинальников одеты пояса для кобелей. То есть пояс вокруг, живота, талии. Вот типа памперса, но не памперс. В памперсе преет попа, а это именно, то есть в районе писюли, и то есть он писает вот сюда, и при этом ничего попа не преет. И вот купила 2 штучки попробовать, если как бы все будет хорошо, вот, то будем пользоваться такой штукой. Вот у них, потому что порядком на том канале 5 спинальников, и 5 спинальников в этих. Ну, конечно, вещь не дешевая, но нужно посмотреть, потому что пеленки, ну, за счет того, что он бегает, и лапками он их съерзывает, и еще стал козявка играться и где-то периодически рвет их. Поэтому попробуем такую штуку, потом обязательно расскажу, покажу. Вот, но все, мы едем к Ане отвозить корм, там дальше включимся. Ну, 3 двора пишу уже. Ребят, еще с Ани клиентка, кто подписчик. Ее зовут Татьяна, да, она, в общем, очень тоже жалеет животных, то есть переживает, помогает регулярно. В этот раз вот к лету она нам подарила вот такую замечательную камеру. Знаю, что у нас небольшая вертикальная, ну то есть там 4 полки и немножко внизу. Это мало, конечно, вот. А летом сейчас в жару. Прям с замочком. Да, она новая, вот на 500 литров. То есть я думаю, что вот как раз Паша. Который... Пока холодно, да, можно хранить, а потом, конечно... Нужно будет освободить место и... Ну да, тут... Нет, смотрите, она очень хорошая, очень вместительная. Шикарная навья. Спасибо, прям...
прям вот очень нужный подарок, вот прям. Да-да-да, видно, что новое еще плохо заходит. Ну, пойди, у нас тут везде ловушки. Вот, поэтому, да, у нас вот сегодня есть хорошие новости, есть плохие новости. Ну, плохие новости, давай отойдем от собак и там продолжим. Вот, сегодня ко мне полиция приезжала. Вот, то есть сразу скажу, что я живу здесь, в этом году будет уже 8 лет. То есть до этого, ну так, были, конечно, единичные жалобы на меня, но администрация, естественно, молчала, потому что их устраивало, что им не приходится прилагать никаких усилий, а собак порчи на улице нет. Они все у меня, даже мне замглавы как-то звонила, просила какую-то там собачку забрать. Оказалась собачка хозяйская на самовыгуле. Вот. Но как только я, то есть, написала на Кремлин.ру, что я обращалась неоднократно с просьбой выделить мне землю, то есть они попытались сейчас ко мне предъявить санкции. Благо ребята приехали, полицейские такие адекватные, очень хорошие, они выслушали, они записали грамотно, что я на протяжении этих лет собираю животных местных, держу их за свой счет у себя, пристраиваю, стерилизую, что я неоднократно обращалась за тем, чтобы мне выделили участок земли, мне было отказано. И что поэтому я вынуждена держать собак на своей территории. То есть, в принципе, объяснение, они взяли с меня просто объяснение, вот, ну, потому что что они могут сделать, то есть они понимают ситуацию тоже. Вот, они мне еще единственное сказали, ну, просто, понимаете, не могли бы вы их закрыть? Не, ну, я говорю, я, конечно, могла бы, но если вы мне придете, вон снег уберете, то я всех закрою, то есть я над этим работаю, то есть вот ребята, говорю, мне помогли, закупили горбыль, дерево, но сейчас снег, и то есть мы не можем вот этих вот зимних и осенних подкидышей, ну, то есть их просто, им уже нету места. Вот. После чего я позвонила главе. Когда он понял, что диалога он не вывозит, потому что я задала ему вопрос, что вы сделали? Вот я делаю вот это по пунктам. Что вы сделали, кроме того, что сейчас прислали ко мне полицию? Это, говорю, я так понимаю, ваша ответочка на мое письмо на Кремлин.ру. Какая ответочка? Нет. Я вынужден был реагировать. Я говорю, я вас умоляю. Я 8 лет здесь живу, это не первая жалоба. И что-то до этого момента я ни разу не помню, чтобы от вас ко мне поступали какие-либо претензии. Я говорю, животные вакцинированы. Списки вам предоставлены, что животные вакцинированы. Да, до этого к Ане были еще вопросы со стороны ветслужбы. Ну, это после первого Уже, обращения. опять же, после Кремлин.ру, да, то есть появились Да, вопросы. но дело в том, что тогда они не могли ничего сказать, и, соответственно, потому что сейчас, в феврале, только год прошел, то есть мы в том году их от бешенства вакцинировали. И то есть сейчас у нас, в принципе, была плановая вакцинация, а не то, что мы такие ходили непривитые и вдруг как ломанулись прививаться. Нет, просто они спросили, задали вопрос, Лена им объяснила, ветеринар, что мы вакцинировались в прошлом году, что сейчас у нас плановая следующая. Ну, ревакцинация. Тут они вроде, ну, не за что было им зацепиться. Тут они внезапно, он мне даже сказал, я вам покажу. Там несколько человек подписались, ну, я так полагаю, это, видимо, ближайшие вот эти соседи, потому что вот эти сейчас начали, ну, по снегу бегать. Ну, я просто сейчас вот, ну, все видели, да, со снегом, что просто физически сейчас невозможно его весь очистить, ну, чтобы поставить Ну, дополнительный еще вольер. 70 тысяч. Да тут надо не 70, тут надо больше, Как получается. кто-то на территории. написал Это за только 2 вольера. этот загон. А тут место есть еще на 6 вольеров. Ну да, да, да. За 70 тысяч мы сделали вольеры, то есть мы И закупили... временные, да. Мы закупили горбыль, мы закупили направляющие, то есть это не только горбыль, мы Да, закупили то есть горбыль, вот горбыль, доски, много. которые еще направляющие, остались. мы закупили доски на двери. Понятно, что вольеры не идеальные. Сетку рабицу натянуть зимой, ребят, ну если кто попробовал и кто хоть раз натягивал ее сам, то вы прекрасно поймете, что это очень такое. тяжело. Ее летом-то натягиваешь... Да. Пупки развязываются. Тяжко. Да. А зимой это, ну, естественно, что вольеры, они сейчас, снег тает, мы все это видим, и мы в любом случае, то есть сейчас как-то вот настанет тепло, снег подтает, будем делать вольеры, пересаживать и доводить до ума. То есть это в любом случае строится и строится. Причем к самому главе я обращалась, наверное, года 4 назад с просьбой, то есть с этой же, что не могли бы вы нам вот как-то посодействовать, чтобы мы были, ну, как бы не здесь, а вот На всем было отшибе. бы удобно, да. Он сказал, я подумаю, мне пришлось несколько раз ему звонить, он все время, что он что-то там узнает. Вот я вот сглупила, мне надо было это в письменном виде, конечно, делать, а так у нас был устный диалог, Ну, я как сейчас на не доверии. смогу доказать, да. Вот, в итоге он сказал, что вы знаете, нет, у нас тут все земли чьи-то,
потому что, то есть, тут наделы делились, был совхоз, по-моему, и то есть они как-то паями, в общем, делили между местными жителями. Ну, как в 90-е. Вот, и типа у нас нету земли. То есть, соответственно, начали искать другие варианты, то есть область бесполезна. Сейчас вот Кремлин.ру, меня область опять спустила, в общем, на подведомственные это вот районы. Соответственно, район зашевелился. То есть, когда им прилетело с Москвы и, соответственно, ниже с области. Ну, сейчас будут давить. Да, и то есть они тут вдруг заметили на 8-м году моего пребывания. Что, у тебя есть собаки? Что да, что тут вообще есть я, понимаете? Вот, при том, что самое главное, ничего сделать они не могут по закону. То есть я могу на своей территории содержать их сколько угодно. Это нигде не регламентировано законом. Вот. Причем это животные с улицы. Я им пообещала, говорю, хорошо, я вам к сельсовету привезу тех, кого я подобрала здесь, порядка 9 десятков. Я посмотрю, как вы будете сами, без средств, справляться. Они сказали, что не пугайте нас. Мы обратимся в другое место. В какое другое место? Вы сначала узнаете, что на Сакмарский район сейчас тендер прошел, по-моему, на 35 голов. А Ну, тут так, только у тебя посмеяться. 90. Посмеяться, я говорю. Поэтому вот, вам некуда обращаться. Вторую такую дуру вы не найдете, которая будет у вас в поселке за вас и без вашего участия и помощи решать эту проблему вы не найдете. Я говорю, я освещу везде, я буду писать на Кремлин.ру, пока не посинею. Вот серьезно, я буду писать снова, только на этот раз я буду оглашать фамилии людей, которые в ответ на, то есть, заявление сверху разобраться и помочь, они начинают наоборот гадить. Ну, чтобы как-то отбрыкаться, и то есть они не при делах, это вот я такая плохая. Вот. То есть в итоге я буду оглашать их лица, и их, если придется, я пойду с телефоном их снимать. То есть каждый их визит какой-то я буду на следующий раз снимать на камеру, буду все это показывать и буду отсылать на Кремлин.ру про их противоправные действия. То, что они и сами не делают, и другим не дают. Но сейчас они давление оказывают. Но они, да, сейчас пытаются, вот, то есть, так как они... То есть, Ну, чтобы ты везде- больше не писала, не обращалась Да, ну, то есть никуда они вызвали, выше. я говорю, абсолютно обратную реакцию, потому что я им буду биться, вот мне терять уже нечего. Я буду биться не на жизнь, а на смерть с ними. Я 8 лет почти вот это вот горбачусь. Я этим тут полицейским сегодня тоже объяснила. Я говорю, вы видите снег? Я это все вот здесь делаю, вот то, что построено своими руками. Работников у меня нету. Я сейчас должна, то есть, чтобы вам удобно было, тут лечь трупом, вычистить весь снег. А вы что будете делать? Вы, администрация, вы ничего не делаете. Он ни разу даже, вот просто ради любопытства пришел, посмотрел и сказал, вот что ты делаешь? То-то, то-то. Вот эти вот откуда собаки? Ага, может там руками бы, я не знаю, там или как-то. Да не мешали бы даже хотя бы. Нет, он даже ни разу не видел. Он не был здесь ни разу. То есть он знает только вот, что кто-то там, и то, я думаю, что они вот собрали эти жалобы, которые еще, чтобы вот сейчас ударить из-за моего обращения на Кремлин.ру. Ну, Я им сказала, вы скорее не думайте, всего. что будет хуже, я буду писать снова и снова. Изначально в связи с этим домом как получилось? То есть Аня, получается, под угрозой выселения, так как дом уже не ее, это уже не ее собственность, а это собственность банка, и выставлено это все на торги. То есть поэтому мы хотим выкупить именно этот дом, чтобы собаки были в безопасности. Если вдруг нам подвернется вариант с землей, мы потом вывезем собак, продадим этот дом, потому что часть ипотеки уже была выплачена. И терять тот же самый миллион, то есть, нету смысла. Миллион пригодится в строительстве приюта, если у нас будет земля. Сейчас в связи с этими обстоятельствами со всеми есть вариант земли. 68 соток за 550... Да, за 550 тысяч, но возможно и больше. То есть потом как-то со временем... Больше земли? Да, они сказали, что можно наделить больше, я звонила. Вот. Больше земли, а не сумма больше. Нет, сумма тоже больше будет больше. земли, да, если больше земли, естественно, за нее нужно будет платить. Ну, пока 550. Сейчас мы приехали к Ане, привезли корм, сейчас Аня переоденется, и мы поедем смотреть этот участок. Если участок нам подойдет, они, в принципе, готовы, что они сказали, на 3 месяца дать рассрочку. Да. То есть, если подойдет нам участок, чтобы не терять деньги, и вдруг, не знаем, что будет происходить дальше, да, потому что... Сейчас вообще нестабильно. Но ситуация нестабильна, да. Цены растут каждый день. И если этот участок нас устроит, он нам подойдет, то мы будем его выкупать и дальше собирать на дом. Почему, еще раз повторюсь, почему собирать все-таки будем на дом? Для того, чтобы выкупить этот дом,
на торгах. Пока что на торгах у него стоимость стоит 1 600 000. Это вдвое дешевле его реальной стоимости. Цена этого вообще дома с участком, ну, порядка 2,5 – 2 800. Терять 1 000 000 в нашей ситуации, да нам 100 000 даже Его терять потом нету продать смысла. можно, Да, да. то есть поэтому мы хотим выкупить этот дом все-таки с торгов. Возможно, на торгах сумма и уменьшится уже. И потом, когда у нас будет возможность вывести собак, все-таки продать этот дом и пустить в строительство приюта. Так, чтобы быть спокойными, чтобы нас никто не гнобил, никто не гнал, и чтобы не было проблем. Потому что, ну, к сожалению, люди сейчас очень озлоблены. Друг на друга. Люди животных. озлоблены Тяжело друг всем на сейчас. друга, люди озлоблены на животных, по городу травят собак, прям травят, не стесняясь, очень много полегло собак, травят везде. И у Ани здесь в поселке, да, то есть был пес, которого мы откачивали. И в городе их в бешеном количестве травят, они погибают. То есть мы, в принципе, за наших собак. За то, чтобы помогать тем, кто в это нуждается, и чтобы все это было на более, наверное, на законных основаниях. Ну, в общем, мы поедем смотреть землю, обязательно вам тоже покажем, обязательно после всего, наверное, после этого ролика заведем стрим, спросим ваше мнение, потому что это ваши деньги, да. это ваши пожертвования, и пожертвования именно для хвостиков, поэтому мы обязательно будем с вами советоваться, но из всех вариантов сейчас это вот самое то, потому что цены растут вообще в геометрической прогрессии, и мы, если честно, даже в шоке, как мы будем дальше существовать. Значит, участок выделяем из общих 10 гектар вот этот кусочек. У него 84 метра вдоль дороги, и вглубь у него 74 метра. То Да. есть получается вот этот квадрат. Да, вот этот квадрат мы Так, будем выделять. А здесь И на общая карте получается от этого забора. Вот, сейчас приехали. Получается, как объясняем, да, от этого. Но это просто сейчас зима, тут так расчищено. Так, когда будет огорожена территория, будет расчищена совсем по-другому. Получается, идет территория от этого забора до этого забора. Ну и, соответственно, вот так вот. Как-то так вот квадрат вот этот вот, утыканный столбами. Я, конечно, вот это вот тоже, не знаю, я немножко думал, конечно, о другом. Вот, но тут прям подстанция такая мини-мини. Вон какие-то сельхозназначения. Здесь вот это продается, как девушка говорит. Тут можете вы купить любой участок по вашим финансовым возможностям. Даже вот этот коровник бывший, разваленный, с вот этой вот огородкой, он продается. Я посмотрел, думаю, блин, что, листами уже закрыть, да и все. Считай, забор стоит. Но не тут-то было. Бетонные столбы, все покосились, обшитые трубами. Все для скота. Вот, пожалуйста, ферма. Арендуют, разводят скот. Не знаю сейчас, о чем девчонки договорятся. Дальше продолжим. Ребят, ну мы посмотрели участок, который был выставлен, который нам подходил более-менее по деньгам, по площади. Но он, получается, как не удел, он посередине, ни туда, ни сюда. Он нам не подходит, но мы будем... Там есть рядом, продаются еще участки, которые... в принципе, вроде как согласны поделить. В общем, сейчас после праздников на носу у нас 8 марта, 9 числа все выходят на работу, будем созваниваться, встречаться с директором и разговаривать, и дальше будем держать вас в курсе. Вот, такой насыщенный день сейчас у нас, но мы не прекращаем свои заботы, хлопоты. Сергей сегодня за рулем моей машины, потому что у меня сегодня была химия. Моей машины. У меня сегодня была химия, и после химии мне немножко тяжеловато было сразу сесть за руль, поэтому Сергей за рулем. Сейчас мы поедем забирать Ярика из больницы, потому что это все дорого. Вторую прививку мы сделали, то есть мы его будем забирать. Также нужно будет заехать купить нам пеленки.
Ну и будем забирать Ярика, включимся, покажем. Да, Ярик? Ты готов? Глаза твои бусинки. Месяц просидел уже в больнице. Пора. Ладно, ребят, вот такой вот у нас насыщенный длинный ролик. Ну, сейчас я его вытащу. Цикуна, да? Вот. Сегодня долго наснимали, много информации. Будем переваривать еще. Сейчас подожди, я еще отвечу. Да и жду уже. Под роликом вопрос. Почему он рот открывает? Ну, как он боится. Вот собаке нужна тоже адаптация. Кстати, врач сказал про хвост, вон он псыкнул уже. Врач сказал про хвост, что хвост уже начинает как крючком завиваться. И что с ним? Под роликом спрашивали, почему Ярик приоткрывает пасть, когда я его беру на руки, что у кого-то такая же проблема. То есть вот смотрите, собаки многие от страха, они приоткрывают пасть. И писит. Но это он типа укусить хочет или нет? Это не агрессия, это как защитная реакция, ему страшно, и он со страха приоткрывает пасть. ну они же и потеют еще через язык, его как в жарное. Это, кидают. ну то есть реакция такая. Че, поехали. Ну все, ребят, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Ребят, ну вот заехали, сейчас купили пеленки. И охренели. Да, помню времена, покупали 60 на 90 пеленки в гипермаркете. Помню, было 300 с чем-то, сейчас цена 479 рублей. Даже 90. Купили 3 упаковки. 480 рублей, да. Пеленки обошлись. Если Марик еще начнет грызть, будет по попе получать. Да, потому что вообще не смешно. Что-то мне вообще, да, не смешно. И всех покормить, все это сделать в кратчайшие сроки. Что-то вот как-то тяжко. Поэтому Ну я 1400 отдал там с чем-то. я попытаюсь посчитать. Ну все равно вот. Так, 480 делим на 30. Ну, по 16 рублей, да. В зоомагазине все-таки они дороже. Вот, поэтому, ребят, пожалуйста, поддерживайте. Марик, это, напомню, кто не знает, либо забыл, это щенок-спинальник у нас. Он у нас живет с кошками, и ему необходимы пеленки. Вот сегодня купили, я уже показывала, попробуем пояса для кобелей. Вот. Ну, так, пеленки у нас расходник.